У нас достаточно интересная работа ведется с Республикой Армения. Мы там, как пилотный проект, реализуем задачи, связанные с межгосударственным военно-экономическим сотрудничеством. И в рамках вот этой начатой работы мы в свое время договорились о создании на территории Армении, если не ошибаюсь, 5 или 6 совместных предприятий по ремонту, утилизации, модернизации вооружений. И я очень рад, что эти проекты начали действительно практически реализовываться. Это первое. И второе, что теперь не только с Арменией сегодня такие переговоры ведутся, и работа такая ведется с Кыргызстаном, с Казахстаном, очень активно ведется с Белоруссией. То есть вот это военно-экономическое сотрудничество, которое интересно для всех стран, потому что в рамках этого сотрудничества мы фактически реанимируем военно-промышленные комплексы в государствах. И что вот это сотрудничество идет достаточно успешно сегодня. А то, что касается военно-технического сотрудничества, вы знаете, что в рамках тех соглашений, которые были подписаны в ОДКБ, каждому государству предоставляются преференции при закупках оружия. И могу сказать, что за последние 2 года количество заказов на основе существующих в рамках ОДКБ соглашений возросло, если не ошибаюсь, в 2,5 раза. Я считаю, это положительный, очень положительная, так сказать, динамика. Самое страшное, что вот мы можем предположить с точки зрения будущей организации, чтобы на нас возложили какие-то жандармские функции по наведению порядка в государствах. Это не наш вопрос. Мы работаем прежде всего и ориентируемся на те вызовы, с которыми сталкиваются и которые возникают в результате каких-то действий извне. Собственно говоря, это суть нашей организации. Вопрос другой, что после событий в Киргизии главы государства озаботились проблемой, когда вдруг возникнет ситуация, при которой государственные структуры не смогут обеспечить безопасность граждан, когда будут полностью разрушены органы власти, когда в стране наступает хаос и когда нет реальной власти и невозможно национальными силами обеспечить свободы, жизнь, здоровье своих граждан, может быть, вот в таких случаях экстраординарных обсуждалась возможность использования потенциала ОДКБ для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать вот эти страшные процессы и явления, которые происходят в том или ином регионе. Не более того, все остальное, речь идет только об одном. Это вызовы и угрозы, исходящие извне. Я думаю, что создание объектов военной структуры третьих государств или международных организаций вокруг, прежде всего, России, это тенденция негативного характера. Негативного характера. Создание элементов ПРО в Восточной Европе – это тенденция негативного характера. Это не что иное, как слом существующего паритета. Это наращивание остроты в отношениях. И я думаю, что сегодня, после того, как качественно изменилась ситуация вообще в целом в мире, надо выходить на какие-то такие взаимоинтересные решения, а не просто в одностороннем порядке, например, создавать те или иные системы или расширять там НАТО, а потом на словах убеждать нас, что, ребята, это не против вас. Так же, как говорят по ПРО, это не против вас, а против кого? Против стран, которые сегодня не имеют ракетно-ядерное оружие? А зачем восстановление баз, создание баз, передовых баз там в Болгарии и Румынии? А для чего восстановление военной структуры в Прибалтике? А попытка создания там в других регионах? Ведь мы же понимаем, мы же взрослые люди, что это не просто приехать и распахать поле. Это миллиарды долларов или сотни миллионов долларов, которые вкладываются туда. Для чего? Для того, чтобы потом использовать для достижения политических целей? Тогда я могу понимать, что тогда это все правильно. В противном случае все эти объяснения, во всяком случае, меня ни в коем случае не убеждают. Ни в каких благих намерениях. Мы их уже очень много слышали, вы знаете.
если взять всю историю даже, по тому, как развивались отношения с НАТО и как мы договаривались в свое время о том, что НАТО не будет двигаться на восток, и как оно потом двигалось, и как потом вдруг затягивали, заманивали туда некоторые страны, я считаю, что это неправильная позиция, абсолютно. Только за период или после событий на Киргизии более сотни граждан Кыргызстана попали в эти лагеря. Последние события год назад в Ражском ущелье Таджикистана показали, что в этих лагерях действительно проходят подготовки выходцы из государств-членов ОДКБ, в том числе из Таджикистана. Некоторые из них захватывались в ходе проведения операции, давали соответствующие показания. Вот. И эти показания учитываются, в том числе та информация, которая была получена, учитывается в ходе противодействия вот этому явлению. Во всяком случае, я считаю, что это очень опасно, потому что подготовка ведется достаточно разноплановая, боевиков готовится достаточно много, и, естественно, ориентируется прежде всего на свои страны, чтобы вернуться и потом участвовать в политической, а самое главное, в вооруженной борьбе с тем режимом, который сегодня существует в этих государствах. То, что касается соглашения Афганистана и Соединенных Штатов Америки относительно военного присутствия, то мы о нем знаем. Мы считаем, что миссия МССБ должна завершить свою работу после отчета перед Советом Безопасности ООН, так как именно Совет Безопасности ООН санкционировал работу МССБ или деятельность МССБ в Афганистане, поэтому хотелось бы получить информацию, что сделано, что удалось, а что не удалось, во всяком случае сличить то, что мы знаем, и что будут нам говорить. Ну а то, что касается военного присутствия, я считаю, что мы должны миссии обеспечить стабильность в Афганистане, обеспечить становление силовых структур Афганистана с тем, чтобы они могли потом работать уже самостоятельно, вот, и вывести потом МССБ из Афганистана. Но понятно, что есть суверенное право Афганистана, суверенное право Соединенных Штатов Америки заключать любые там соглашения относительно присутствия там тех или иных контингентов на их территориях. Повлиять на это реально, конечно, мы не можем. Но то, что такие объекты создаются, то, что эти объекты очень хорошо оборудуются, очень хорошо защищаются сегодня, это известно не только, наверное, мне, а всем. И понятно, что эти объекты, на мой взгляд, все-таки ориентированы не на обеспечение стабильности в Афганистане. Как бы совершенно другая конфигурация. Вы знаете, что мы последний год работали над созданием или реформированием системы кризисного реагирования, исходя из практики, которую мы получили в ходе событий на юге Кыргызской республики. Сегодня у нас есть набор или алгоритм нашей деятельности в случае возникновения подобных явлений, в том числе по принятию решений относительно применения того или иного потенциала ОДКБ для разрешения кризисной ситуации. Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения нормативной базы, с точки зрения, я бы сказал так, набора мероприятий, сегодня мы более готовы, чем раньше, для того, чтобы реагировать на подобного рода. Будут заявления от новых стран. Естественно, мы рассмотрим, у нас есть соответствующий порядок принятия государств в организацию. И, конечно же, все в руках Совета коллективной безопасности. Мы не вовлечены в процесс переговоров, потому что переговоры ведутся между российскими властями и представителями НАТО. Хотя мы владеем обстановкой и ситуацией по этим переговорам. Речь идет о показании помощи контингентам НАТО, действующим в Афганистане. Кстати, действующим в интересах, в том числе, государств Центральноазиатского региона. И если вот этот вот аэродром подскока или объект, который будет оказывать содействие НАТО переброске грузов, но не будет содержать в себе ни военнослужащих НАТО, ни экстерриториальности этих военнослужащих, как это, например, кстати, в Манасе происходит, то я не вижу ничего страшного. Главное, чтобы были соблюдены все российские законы. Российские законы предполагают транспортировку любых военных грузов с обязательным посадкой и досмотром. Мы это проходили. Кстати, эти российские законы действуют в отношении союзников. И когда нужно было перебросить какое-то вооружение, например, в Таджикистан из другого государства, то Россия настояла на том, это было много лет назад,
чтобы самолет сел, его досмотрели соответствующие службы Российской Федерации, и потом отправили дальше своему союзнику. То, что касается ситуации с Ульяновском, я думаю, так и будет. И в этом случае все те опасения, о которых много говорят, они просто исчезнут, потому что нет возможности перевозки грузов неконтролируемых, что очень страшно. Нет наличия военнослужащих иностранного государства, представителей НАТО, на территории Российской Федерации, и нет никакой экстерриториальности или какой-то особой юрисдикции для тех представителей, которые будут там находиться. Если все это будет делаться российскими руками, российскими транспортными средствами или с досмотром, то я думаю, что это обеспечит в полном объеме безопасность России и не позволит закрепиться НАТО в Ульяновске.